Всем привет! В этом видео я расскажу о моей новой покупке под заказ RTL SDR приемника. Сразу поясню, что я несколько не в теме, поэтому ответить на уточняющие вопросы не смогу. Я только лишь проверю его работоспособность, установив нужные драйверы и программы для управления тюнером. Купил на AliExpress за $32.11 с платной доставкой в Беларусь. Получил посылку через месяц с отслеживаемым трек-номером, оценили коробку $8, то есть уложился в лимит, поэтому не растамаживал. Этот USB приемник сигнала цифрового телевидения можно использовать в качестве SDR-тюнера и слушать эфир в широком диапазоне. С помощью этого устройства можно слушать переговоры сотрудников городских служб, охраны, радиолюбителей, рации дальнобойщиков и водителей такси. Ну а с дополнительным программным обеспечением и антенной с высоким коэффициентом усиления, также с использованием различных фильтров, можно принимать фотоконтент с метеоспутников. Вот такой весь комплект. Сам тюнер в антистатическом пакете, антенна, лист со ссылками для скачивания необходимых программ на нескольких языках, включая русский, и в качестве подарка, как тут указано опять же на русском языке, OTG-переходник с порта USB-A на microUSB коннектор и книжная закладка. Штатная телескопическая антенна максимальной длиной 40 см имеет магнитное основание. Ее можно применять для прослушивания УКВ диапазона, ну и включая FM под диапазон. Поэтому словить на нее что-то такое, вот как я перечислял выше, можно немного. Длина провода 2 метра. Сам тюнер имеет интерфейс USB-A для подключения к компьютеру и SMA разъем для подключения антенны. Печатная плата скрыта в алюминиевом корпусе с габаритами 75 на 25 на 15 мм. Его версия 3 Pro, диапазоны приема и используемые в его устройстве чип и тюнер указаны на верхней грани. Внутри печатная плата выглядит так. Для использования тюнера понадобится установить программное обеспечение, zip-архив которого можно скачать по ссылке на этом листе. Он содержит программу для управления и несколько драйверов. Распаковываю и устанавливаю. Затем запускаю программу ZADIC. Чтобы в окне появились устройства, нужно подключить RTL SDR Tuner в USB-порт. Выбираю первое устройство и активирую клавишу установки драйвера, который будет скачан из сети. Аналогично устанавливаю драйвера для второго устройства, после чего перезагружаю ноутбук. После проделанных манипуляций в диспетчере устройств можно наблюдать два новых USB устройства. Запускаю программу управления SDR Sharp. Данная программа имеет следующий интерфейс. В левом столбце на вкладке Source меняю RTL SDR USB, затем нажимаю значок шестеренка и перехожу в настройки. Программа должна определить устройство Generic RTL 2832U. Для изменения частоты дискретизации выберу следующее значение в Sample Rate. Для автоматической подстройки чувствительности тюнера активирую соответствующую галочку. В верхней строке частоту можно регулировать нажатием курсора мышки на верхнюю и нижнюю часть цифр, а также перетаскиванием индикатора частоты по шкале или саму сетку. Частота меняется широким шагом. Для плавной регулировки частоты или как бы ее отвязать от сетки, нужно снять галочку в пункте Snap to Grid. Для регулировки полосы пропускания нужно подвести курсор мышки к ее границам и, зажав клавишу, переместить эту границу. А также можно ввести значение частоты в левой колонке в поле Bandwidth. Основные типы модуляции сигнала представлены в закладке «Радио». Городские радиостанции, рации и службы работают с сигналом, модулируемым в FM. AM-модуляцию используют в радиостанциях авиации и дальнобойщиков. Чтобы улучшить качество приема данным тюнером, потребуется заменить антенну или использовать фильтры. Ползунками регулировки в интерфейсе программы справа можно менять визуализацию. Range меняет нижнюю границу мощности сигнала на графике. Выбираем минимальное значение шума, но чтобы он присутствовал. Offset изменяет верхнюю границу мощности на графике. Контраст настраиваем таким образом, чтобы шум был синего цвета, а полезный сигнал красного. А ползунком Zoom можно приблизить спектр полезного сигнала. Для регулировки громкости приемника используется ползунок верхней части рядом со значком громкоговорителя.
Есть приложение для работы этого тюнера на смартфоне под управлением Android. Это SDR Touch. И для этого еще необходимо скачать с Google Play SDR Driver. Вот два приложения, драйвер и приложение. Воспользуемся подарочным OTG переходником. Как раз это телефон еще с micro-USB. Ну и еще раз обращу внимание на то, что на эту антенну я могу поймать только УКВ FM радиостанции вещания. Я уже установил драйвера, запускаю SDR Touch. Данное приложение имеет следующий интерфейс. Для его запуска необходимо нажать кнопочку Power. Так, для выбора модуляции нажимаем FM широкополосная. Можно переключать указатель частоты и саму шкалу для настройки на станции. Ну, как вижу, еще RDS сигнал принимается здесь. Ну, еще отнесу к явным недостаткам этого приемника то, что его корпус хорошо нагревается. Ну, тут даже такой стикер с предупреждением соответствующим есть. Мне удалось прослушать в эфире только FM радиостанции. Ну, недостатком таких миниатюрных приемников является малый динамический диапазон, то есть сильные шумы заглушают полезный сигнал. Но если вам нужен именно широкополосный тюнер, то цена у него доступная. Ссылка на RTL SDR тюнер в описании. Этот донгл в рабочем состоянии. Напомню, что в Беларусь доставили буквально за месяц, трек номер отслеживался, растаможка не потребовалась и белорусская таможня разрешила ввоз этого устройства в страну. Ну а вас я благодарю за просмотр, подписывайтесь на канал, оценивайте это видео и до встречи на канале. Пока!